Не знаю, как вы, но я раньше относился к японским фильмам и сериалам про супергероев скорее пренебрежительно. Со временем я начал получать долю фана и от такого кино. «Механический нарушитель Хоккайдер» не стал исключением. Не то чтобы я смотрел много токусацу фильмов и сериалов. Да и многие сериалы видел не полностью, только некоторые серии. Полнометражек в этом жанре тоже видел всего парочку. Но в этом фильме сошлись все звезды. Постапокалипсис, крутой дробовик у главного антигероя, классный мотоцикл, щепотка атмосферы вестерна, неплохая музыка, непривычные костюмы для жанра и брутальный экшен. А я это все ой как люблю. Поэтому мне и захотелось немного рассказать об этом фильме. Но для начала давайте разберемся, что же такое токусацу. Токусацу – это киножанр, подразумевающий истории о супергероях, обычно в формате сериала. В них много спецэффектов. Можно определить токусацу как фантастическое кино со спецэффектами про супергероев. Есть много разных популярных токусацу сериалов в Японии. Супер Сентай, Камен Райдер, Японский Человек-паук и так далее. Но в Америке и всем остальном мире этот жанр прогремел после выхода «Могучих рейнджеров», который являлся частичной копиркой Супер Сентая. «Механический нарушитель Хоккайдер» вышел в Японии 15 апреля 1995 года. Его производством занимались Toei и Sega. Режиссером был Кейта Амемия. Главный герой – антагонист из токусацу сериала «Кикайдер» 1972 года. Да, это не новый персонаж, а злодей из старого японского шоу. Но он был настолько популярнее главного героя, что спустя годы получил собственный фильм. Сюжетно фильм 95 и 72 года не связаны, их объединяет только общий персонаж. Достаточно сравнить костюмы, в сериале главный герой выглядел очень олиповато, а Хоккайдер, наоборот, круто. В Кикайдер Ребут костюм главного героя стал лучше, но Хоккайдер все равно вне конкуренции. Изначально Android Кикайдер — это манга, а уже потом сериал. Самый главный интересный факт, связанный с этим фильмом, является то, что Джордж Лукас создал образ Дарта Вейдера, вдохновившись Хоккайдером. Во время поездки в Японию в начале 70-х он посмотрел несколько серий Кикайдер. И, как часто бывало, что-то позаимствовал. Сходство может и не очевидное, но заметное. Сделаем вид, что удивились. Ведь мы теперь прекрасно знаем, что «Звездные войны» — это тот еще художественный фильм «Спиздили». Кикайдер был первым токусацу сериалом, который показывали в Америке. Мне кажется, в своей начальной форме Хоккайдер немного напоминает Кенширо, главного героя из моего любимого аниме Хокуто но Кен. Банда мародеров ищет сокровища в катакомбах и натыкается на заточенного там человека, андроида Хоккайдера. Попытка напасть на него заканчивается кровавой бойней. Уничтожив ублюдков, он садится на мотоцикл и приезжает в город Исуса. Там живет девушка Каору, которая много лет видит один и тот же сон. Черный рыцарь убивает ангела-мертвеца. Возможно, ее сон станет явью. Сюжет, конечно, прост, но не так уж банален. Это не классическое противостояние добра и зла. Хоккайдер не злодей, а антигерой, а его враги – условное добро. У фильма есть несколько весомых плюсов. Экшен поставлен просто отлично, сцены смакуются так, что аж кровь в жилах кипит. Действие не прекращается почти весь фильм. Персонажи раскрыты минимально, но зато они выглядят очень круто и брутально. Фильм снят очень красиво, особенно для Японии. Виды просто бомбические. В самом конце Хоккайдер сражается с гигантским роботом, выполненным в технике стоп-моушен. Кому-то такие спецэффекты могут показаться устаревшими, но я обожаю такую анимацию, еще со времен Симбада и тамошнего Циклопа. Если вы не смотрели «Механический нарушитель Хоккайдер», но любите токусацу, качественный экшен и стильные костюмы, бегом смотреть. Если же ждете глубокого сюжета и проработки персонажей, можете пройти мимо, здесь вы этого не найдете.